Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать самые резонансные новости в мире и начну с важной новости Германии. В Берлине собирается впервые вновь избранный Бундестаг, знаменуя тем самым начало нового политического цикла в Германии. Главным событием заседания станет избрание нового президента парламента, а также назначение ряда других ключевых должностных лиц. Кроме того, Олаф Шольц и его кабинет министров получат официальные документы об отставке. После парламентских выборов, как вы знаете, 23 февраля 2025 года старый состав Бундестага заседал еще дважды, принимая важные решения, но теперь его полномочия окончательно истекают. Конституционные обязанности Германии требуют, чтобы новый парламент собрался не позднее, чем за 30 дней после выборов, и сегодняшняя дата выбрана как последняя возможная. Таким образом, начинается 21-я легистратура, и страна переходит к новому этапу политического управления. Сразу после открытия заседания Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий федеральный президент, вручил Олафу Шольцу и его министрам документы об их отставке. Однако это не означает немедленного прекращения их действия. До формирования нового правительства Шольц и его команда продолжают исполнять свои обязанности в качестве временного кабинета. Особо здесь внимание приковано к Грегору Гизе, который открывает первое заседание в качестве старейшего по парламентскому стажу депутата. Эта роль традиционно отводится тому, кто дольше всех заседает в Бундестаге и включает в себя ведение первой сессии вплоть до избрания нового президента парламента. Друзья, и здесь интересно то, что еще в 1966 году Гизе, будучи жителем ГДР, тогда окончил обучение как специалист по разведению крупного рогатого скота, а в декабре 1989 года стал председателем СЭПХ, это правящая партия ГДР, которая в то время уже стремительно теряла власть. Вряд ли он мог тогда предположить, что спустя десятилетия станет тем, кто откроет заседание парламента Объединенной Германии. Теперь же Гизе займет место Вольфганга Шойбле, который выполнял эту роль ранее, но, к сожалению, скончался. По традиции старейшина произносит свою речь, а также в сотрудничестве с парламентскими фракциями назначают писарей, которые помогут обеспечить корректное ведение первой сессии. Одним из первых решений нового Бундестага станет принятие регламента. То есть это ключевой документ, который можно сравнить с инструкцией по эксплуатации парламента. В нем закреплены правила проведения заседания, определены порядок работы депутатов, установлены нормы по распределению времени для выступлений, процедуры назначения повестки дня, а также механизмы дисциплинарного взыскания. Обычно новый состав Бундестага автоматически принимает регламент предыдущего парламента, однако в 2021 году фракция АДГ «Альтернатива для Германии» потребовала внесения изменений, что вызвало тогда бурные дебаты, но в итоге инициатива АДГ не была поддержана. Наиболее важным и символическим моментом первой встречи парламента становится избрание нового президента Бундестага. Несмотря на то, что это голосование носит официальный характер, вопрос о кандидатуре, как правило, решается заранее. По традиции правило номинировать кандидата принадлежит крупнейшей фракции, которой в этот раз, вы знаете, стала ХДС-ХСС. В результате было выдвинуто имя Юлии Клёкнер, которая ранее занимала пост министра сельского хозяйства Германии. После избрания президента парламент начинает голосование за заместителей. Как правило, каждая фракция выдвигает своего кандидата, и другие партии поддерживают это предложение. Сегодня фракция ХДС-ХСС предложила Андреа Линдхольца, представителя ХСС и эксперта по внутренней политике. Фракция СДП выдвинула свою кандидатуру Йозефину Ортлеб, которая до этого занимала должность парламентского управляющего от социал-демократов. Левая партия предложила Бодо Рамелова, бывшего премьер-министра Тюрингии. Партия «Зеленых» же разгорелась своя внутренняя борьба за должность, и в итоге победу одержал Омид Нурипул, бывший сопредседатель партии. В отличие от кандидатов других фракций, друзья, которые, как правило, получают необходимое большинство голосов, представитель альтернативы для Германии вице-президентом не становится. В этот раз альтернатива для Германии выдвинула Геральда Оттена, но шансы на его избрание крайне малы. Ранее еще ни один кандидат от этой партии не смог заручиться достаточной поддержкой, скорее всего, этот сценарий повторится и сейчас. Однако у альтернативы для Германии есть возможность потребовать еще 2 дополнительных тура голосования
как это предусмотрено регламентом Бундестага. Но практика показывает, что даже дополнительные попытки не приносят успеха. Друзья, в этот знаменательный день трибуны в зале заседания Рейхстага будут полностью заполнены. Среди высокопоставленных гостей будет находиться и Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий федеральный президент Германии. Однако его присутствие здесь не просто символически, у него есть важная конституционная обязанность, которую он выполнит в этот день. Согласно статье 69 Основного закона Германии, полномочия канцлера и его министров автоматически прекращаются в момент первого заседания нового состава Бундестага. Это означает, что Олаф Шольц и члены его кабинета министров должны будут официально сложить свои полномочия. Во второй половине дня сегодня, во время специальной церемонии, Шольц и его министры получат свои увольнительные грамоты из рук Франка-Вальтера Штайнмайера. Однако, как я сказал, это не означает немедленное прекращение их работы. Президент также обратился к ним с официальной просьбой продолжить исполнение своих обязанностей до тех пор, пока не будет назначен новый канцлер и сформирован новый кабинет министров. Это не просто формальность. Действующие канцлеры и министры обязаны выполнять эту функцию, пока не будут определены их преемники. А теперь, друзья, я хочу вам также рассказать, что может и чего не может делать Временное правительство. Интересно, что Временное правительство в Германии формально обладает теми же полномочиями, что и обычный кабинет министров. Это сделано для того, чтобы обеспечить полную работоспособность государства как на внутренней арене, так и в международных вопросах. Однако, по мнению конституционных юристов, такое правительство должно соблюдать максимальную политическую сдержанность. Это означает, что в период переходного правительства упор делается скорее на управление текущими делами, нежели на разработку и принятие новых политических решений. Следующая, друзья, новость у меня из переговоров, которые прошли в Саудовской Аравии между представителями США, Украины и России, в прессу просочилось очень мало информации. Однако некоторые детали все же стали известны благодаря комментариям российского представителя, который охарактеризовал диалог как сложный, но полезный. Он также упомянул о возможности подключения ООН к действующему процессу обсуждений. И согласно отчету, который был опубликован государственным российским агентством ТАСС, член российской делегации Григорий Карасин поделился своим впечатлением о встрече с американцами. По его словам, переговоры были интенсивными и непростыми, однако он подчеркнул, что диалог оказался очень полезным как для нас, так и для американцев. Карасин отметил, что в ходе встречи обсуждалось множество проблем, однако далеко не все вопросы удалось решить. Он признал, что Москва и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по многим ключевым вопросам, но при этом добавил, цитата, «Я считаю, что данные переговоры сейчас крайне необходимы». Кроме того, Григорий Карасин высказался за продолжение переговорного процесса с привлечением широкой международной общественности. Он подчеркнул, что в будущих дискуссиях должны принять участие не только Соединенные Штаты Америки, Россия, но и ООН, а также отдельные государства, которые могли бы выступить в роли посредников. Эта инициатива, однако, пока не нашла официального подтверждения со стороны Соединенных Штатов Америки. Между тем, американский телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Вашингтон и Москва могут во вторник, сегодня, то есть, выступить с совместным заявлением по итогам переговоров. Предположительно, в нем будет затронут вопрос возможного прекращения боевых действий в Черном море. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков в преддверии этого заявления постарался снизить те ожидания. По его словам, ожидать заключения какого-либо письменного соглашения по итогам встречи не стоит. Как отметил Песков, цитата, «никакие документы не запланированы». То есть, даже если между сторонами действительно будет достигнута какая-либо договоренность о прекращении атак в акватории Черного моря, это все равно будет далеко от перемирия. Как вы знаете, друзья, на суше продолжается активная фаза боевых действий, российская армия продолжает наземное наступление, а украинская сторона сообщает о новых массированных авиаударах. За последние дни американские представители провели отдельные переговоры с украинскими властями. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник вчера из Киева сообщил, что ожидает скорого доклада по итогам этих встреч. Он вновь подчеркнул о необходимости предоставления Украине четких и надежных гарантий безопасности. Цитата. «Россия остается единственным игроком, который затягивает эту войну.
издеваясь над нашим народом и над всем мировым сообществом, заявил Зеленский, обращаясь к гражданам Украины и международным партнерам. Также Москва в последние дни неоднократно отказывалась от предложения о безоговорочном прекращении огня. Вместо этого российская сторона продолжает выдвигать собственные условия, на которые Киев и Запад идти не намерены. В то же время российская авиация значительно усилила атаки по украинской территории. Последние авиаудары особенно затронули гражданское население, что вновь вызвало жесткую реакцию Запада. Международные организации осудили действия России, заявив, что целенаправленные удары по мирным жителям недопустимы и могут рассматриваться как военные преступления. Известный политолог Томас Егер охарактеризовал позицию России как категоричную и не предусматривающую компромиссов. По его мнению, Кремль не заинтересован в поиске мирного урегулирования конфликта, если оно подразумевает сохранение Украины как независимого государства. Цитата. «Россия использует переговорный процесс как дипломатический инструмент для достижения своих целей. Но если говорить о завершении войны, то Москва не ищет решения, которое бы оставляло Украину в качестве суверенного государства. Единственный вариант, который они рассматривают, это капитуляция Украины». Конец цитаты. Такая позиция России лишь усугубляет напряженность и делает перспективу дипломатического решения конфликта еще более туманной. Друзья, что вы думаете о кризисе власти в Германии и как считаете, сможет ли Дональд Трамп привести Украину и Россию к миру? Оставляйте свои комментарии ниже, ваше мнение очень важно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, и ставьте лайк, если информация была вам полезной. До скорой встречи и хороших вам новостей!